Компания Mazda официально представила в Китае новый среднеразмерный кроссовер XZ60, вторую глобальную электромодель после лифтбека XZ6. Премьера прошла 26 сентября, но подготовка к запуску велась задолго. К старту производства 4 августа 2025 года на счету модели уже было более 38 тысяч предварительных заказов. XZ60 обещает стать ключевым игроком в стратегии электрификации Mazda как в Китае, так и на международных рынках, предлагая покупателям 6 вариантов оснащения по цене от $16 800 до $22 600. В следующем году кроссовер отправится на экспорт, где будет известен как CX-6i. Перед стартом продаж новый кроссовер Mazda получил престижную премию China Top 10 Car Body, которую китайский центр автомобильных технологий и эксперты отрасли присуждают автомобилям с самыми прочными и безопасными кузовами. Модель была отмечена за структурную безопасность, инновационные материалы и высокое качество производства. Особое внимание привлекла серия испытаний, известную в Китае как «Дорога воина», которая проходила 12 сентября, включая лобовое столкновение двух автомобилей со смещением на скорости 110 км в час, опрокидывание с 35 метров и 30-минутное погружение в воду после удара. Пассажирский салон остался целым, системы удержания сработали, а аккумуляторная батарея осталась стабильной, без короткого замыкания или возгорания. Кузов кроссовера на 86,5% выполнен из высокопрочной стали, включая 27,45% горячекатанной стали прочностью до 2000 мегапаскалей. Использованы усилители, боковые и передние брусья, а также 9 подушек безопасности, включая центральную для защиты при боковых столкновениях. Для долговечности применены цинково-железный сплав галлия, тормозные шланги, проверенные в соляном тумане 3000 часов, и защита аккумулятора от коррозии. Подвеска и тормоза прошли тесты, эквивалентные более 10 годам эксплуатации. Снаружи XZ60 сразу узнается как Mazda, но при этом задает новый вектор бренда. Дизайнеры сохранили философию кода с ее плавными пропорциями и скульптурными линиями. Передняя часть выглядит минималистично. Никакой привычной радиаторной решетки, вместо нее подсвеченный пятиугольный элемент с LED-логотипом Mazda и узкой линией ходовых огней. Все версии модели оснащены скрытыми дверными ручками и безрамочными дверями. Особый штрих – аэродинамические каналы в переднем бампере и задних стойках. Полая задняя стойка – не просто дизайнерский ход, а настоящий инженерный трюк. Она служит воздушным каналом, снижает турбулентность и добавляет устойчивости на высокой скорости. Коэффициент аэродинамического сопротивления улучшен за счет целой системы элементов. Активные заслонки воздухозаборника и 9-канальная система обдува делают кроссовер более обтекаемым. Габариты XZ60 такие: длина 4850 мм, ширина 1935, высота 1620, колесная база 2902 мм. Дорожный просвет составляет 190 мм. В топовых комплектациях доступны 21-дюймовые колеса, тогда как базовые версии комплектуются 19-дюймовыми. В Китае предложено до 7 вариантов окраски кузова, включая эксклюзивные цвета вроде звездного пурпура и серого рассвета с контрастной черной крышей. Салон кроссовера полностью ломает привычные представления о Mazda. На смену классическим панелям пришли цифровые решения во всей красе. Приборная панель превращена в единый широкий дисплей почти 26,5 дюймов с разрешением 5К. А сверху добавлен проекционный экран. В стандартной версии 50-дюймовый дисплей, а в топовых комплектациях можно получить 100-дюймовый 3D-проекционный экран. Особая фишка – электронные боковые зеркала и цифровое зеркало заднего вида. Они не просто заменяют обычные стекла, а делают езду безопаснее. На высокой скорости автоматически расширяют угол обзора, а при маневрах подсвечивают слепые зоны. В
центре внимания цифрового салона главенствует новая интеллектуальная система на 4-нанометровом чипе Qualcomm Snapdragon 8155. Mazda подчеркивает, что мультимодальные способы взаимодействия с водителем и пассажирами создавались совместно с китайскими технологическими партнерами. Интерьер новинки ощущается как премиум-сегмент с первой секунды. Мягкая кожа Напа, бархатистая алькантара, декоративная подсветка с 64 цветами. Тактильно приятные переключатели и современные технологии, включая беспроводную зарядку смартфонов до 50 Вт и аудиосистему Sony с 14 динамиками. В топовых версиях можно получить до 23 динамиков с Dolby Atmos, превращающих салон в мини-концертный зал. Фишка топовых комплектаций – кресла, которые могут раскладываться почти в лежачее положение, массаж, вентиляция. Подогрев и электропривод с памятью настроек делают поездку почти как в первом классе самолета. В базовой версии уже есть все, что нужно для комфортной езды: двухзонный климат-контроль, встроенный видеорегистратор, камеры кругового обзора и стандартный круиз-контроль. Со второй комплектации кроссовер получает технологические бонусы: автопилот второго уровня, автоматическое экстренное торможение, удержание в полосе, распознавание дорожных знаков, контроль слепых зон и помощь при дистанционной парковке. Самые топовые версии получают электропривод багажника, беспроводная зарядка на 50 Вт, подогрев руля, обогрев, вентиляция и массаж передних кресел. При этом сиденье переднего пассажира получает выдвижную подставку для ног, а задние пассажиры управляют комфортом с помощью собственной сенсорной панели, встроенной в центральный тоннель. Багажник радует своей практичностью: 549 литров под шторкой и целых 2036 литров, если сложить заднее сиденье. Боковые стенки полностью отделаны карпетом, никаких голых железок. А у полностью электрической версии есть еще один приятный бонус – дополнительный отсек спереди на 126 литров. Mazda EZ60 выпускается в двух вариантах – чисто электрическом и в виде подключаемого гибрида с увеличенным запасом хода. Электрическая версия получила задний мотор мощностью 258 сил и крутящий момент 320 Ньютон-метра, который позволяет машине уверенно стартовать с места. Батарея литий-железофосфатного типа емкостью 77,8 кВт-часа обеспечивает до 600 км пробега. Естественно, расчеты проводились по китайским стандартам. А если спешите, быстрая зарядка вернет запас с 30 до 80% за 15 минут. Все версии кроссовера с задним приводом. Производитель пока не раскрывает официальные цифры разгона до 100 км в час. Но по аналогии с соплатформенным Diplo S07 можно ожидать около 7,6 секунд у электромобиля или 7,9 у гибрида. Максимальная скорость у обеих версий ограничена на 185 км в час. Гибрид с увеличенным запасом хода сочетает электромотор такой же мощности 258 сил с бензиновым 1,5-литровым генератором на 98 лошадей, а также батареей 31,7 кВт-часа. На чистой электротяге кроссовер может проехать до 200 км, после чего включается бензиновый генератор. Общий запас хода достигает 1300 км, а расход топлива в смешанном цикле 5,6 литра на 100 км. Такой вариант идеально подходит для долгих поездок, когда не хочется волноваться о зарядке. Mazda сохранила свою фирменную ДНК. Это тот самый союз водителя и машины, который ценят фанаты бренда. EZ60 оснащен адаптивным шасси с непрерывно регулируемой демпфирующей подвеской, которая подстраивается под дорогу в реальном времени. Результат – машина остается стабильной на высокой скорости, но при этом легкой и отзывчивой в городских поворотах. Перед тем, как выйти на конвейер, новый кроссовер прошел настоящий марафон испытаний. Более 400 тестовых программ, свыше 3 миллионов километров, включая 500 тысяч километров на выносливость, а также проверки в 8 европейских странах. Производитель подчеркивает, что кроссовер сертифицирован по китайским и европейским стандартам безопасности, а цель ясна – двойные 5 звезд НКАП. Среди активных систем – полный арсенал ассистентов второго уровня, адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, функции удаленной парковки.
режим «Сторож» с видеонаблюдением и даже прозрачное шасси, чтобы видеть, что происходит под автомобилем. На китайском рынке Mazda EZ60 доступна в 6 версиях. Стартовая Base с гибридной установкой и увеличенным запасом хода оценивается $16 800. Немного дороже Base Plus около 19 000, а более нафаршированная Pro с тем же типом силовой установки стоит 20 400. Верхняя ступень гибридной линейки Max, цена которой достигает $21 800. Для тех, кто выбирает чистую электротягу, Mazda приготовила 2 версии Pro за 21 200 и топовую Max за $22 600. Mazda EZ60 действительно интересный автомобиль. Дизайн, технологии, безопасность, премиальный салон и даже цена для китайского рынка выглядят очень вкусно. Но есть нюанс. Все версии кроссовера только с задним приводом. И вот тут вопрос: зачем? Кроссовер с таким потенциалом явно просится хотя бы в опциональном полном приводе. Китайский рынок это еще простит, но если модель выйдет в Европу или на другие рынки, отсутствие полного привода может стать слабым местом. Все-таки многие покупатели ждут от семейного кроссовера универсальности. В остальном же EZ60 – это шаг вперед для Mazda и вполне реальный претендент на успех. Но, честно говоря, пока не появится версия с полным приводом, назвать его идеальным кроссовером будет сложно. Вот и все на сегодня. Спасибо, что остаетесь с нами. Если видео понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и делитесь своим мнением в комментариях. Это поможет каналу расти, а нам создавать еще больше интересного контента. Желаем вам интересных путешествий, чтобы ваш автомобиль всегда служил надежно, а дороги будут ровными и безопасными. До скорой встречи на канале.